Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Не будьте на нас в обиде. Лавровый венок в разобранном виде. Обычно после таких слов на шуточных лотереях дарят пачку лаврового листа. А у меня накопились джинсовые обрезки и куски плотной мебельной ткани. Я догадываюсь, что это шедевр. Надо только его собрать. Постараемся использовать ткани по максимуму, ничего не отрезать. И техника Crazy – наша палочка-выручалочка. В качестве основы возьмем кусок плотной мебельной ткани. Он с крупным рисунком, его сложно вписать в большое полотно. А в качестве основы идеально. Естественно, что работаем с приставным столиком. В центр заготовки поместим кусок ткани треугольной формы. И начинаем его потихоньку обшивать обрезками. Начинаем с самой длинной стороны. Лоскутик пришили, отогнули, закрепили машинной строчкой. И прошили еще раз. Добрались к месту пришивания следующего лоскутка. Первый ряд делаем из джинсы. Дальше в работу берем мебельные обрезки. Пришили, отогнули, закрепили. Следующий ряд тоже собираем из джинсовых обрезков. Таким образом мы закрываем всю основу. Точно таким же способом мы готовим следующие заготовки. Чем хорош этот способ? Можно пристроить лоскутки разного размера, и большие, и маленькие. Ничего заранее не выкраиваем. Все блоки получаются единственные и неповторимые. Всего мы сшили 3 блока. Их проутюжим и подровняем, отрежем все лишнее. Размер получился 31 на 34 сантиметра. Все блоки соединим в большое полотно. Для этого подготовим полоски шириной 5 сантиметров и пришьем их к длинной стороне блока. Шов запошивочный с открытым срезом. Сначала пришили, потом отогнули и отстрочили.
Дальше все 3 блока собираем в длинную полосу. После этого добавим ширину. По краям нашьем полоски ткани шириной 12 сантиметров. Действуем также. Пришили, отстрочили. Размер получился 55 на 105 сантиметров. Подготовим ткань для обратной стороны. Сложим обе детали лицом к лицу и прошьем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. И еще подготовим тесемки завязки. Мы их вошьем в шов. Когда все прошили, остается только вывернуть. Легче сказать, чем сделать. Внутрь этой конструкции вставим лист мебельного поролона шириной 2 см. И надо зашить иголкой с ниткой оставшиеся отверстия. И получилась у нас прекрасная сидушка, длинная подушка на скамейку. А тесемками можно привязать ее к доскам. Надо ведь беречь нижние полушария головного мозга. Между прочим, это самый чувствительный орган человеческого тела. Опасность чувствует загодя и никогда не ошибается. Думала, что унесу эту подушку в сад, постелю на лавочку около дома. Но пока пристроила ее в компьютерное кресло. Подошло идеально. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!